Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. В этом видео я вам покажу, как я пыталась подчинить себе бумагу для акварели. Это целлюлоза. Я на ней уже работала. Если вы помните мою акварель с цветущей сакурой, с белой примулой и с белым шиповником. На целлюлозе получаются более яркие работы, чем на хлопке, но к бумаге к этой нужно приноровиться. Если смачивать полностью лист, он идет волнами. До этого я закрепляла лист малярным скотчем, а теперь я решила попробовать писать на влажной марле, так как края бумаги при высыхании начинают приподниматься, скручиваться. При смачивании листа с двух сторон лист пошел волной. И в каком месте пойдет эта волна, заранее предугадать невозможно. Как я ни старалась растянуть лист по рабочей плоскости, у меня ничего не вышло. Конечно же, если бы такая бумага была большего формата, я могла бы ее натянуть на планшет. В этом же случае я использую бумагу А3 формата. Я думала, марля меня спасет, хотя бы даст мне больше времени работать с влажной поверхностью листа. Но не тут-то было. Бумага высыхала неравномерно, где-то она оставалась влажной, а где-то очень быстро высыхала. Но все-таки кое-где фон по-сырому мне удалось прописать. Тон пигмента краски тоже местами впитывался. Возможно, на это повлияла неравномерная проклейка листа бумаги при производстве, но это остается для меня тайной. Всю работу по-сырому написать не получится. Даже если вы будете смачивать какие-то фрагменты листа, то краска будет ложиться рваным пятном. Так что приходится писать практически сразу. Либо дожидаться полного просыхания первого слоя акварели и писать уже поверх лессировками. Это крупная садовая ромашка, очень радует глаз, когда она расцветает в саду.
Вот видите, здесь я пыталась поправить образовавшуюся волну, но у меня это не вышло. И мне пришлось по факту с таким вот холмом прописывать мою композицию. В этой работе я не использую маскирующую жидкость. Я ее использую крайне редко. Мне нравится вести работу от фрагмента, держа в голове полностью законченную композицию. Как вы видите, лист уже практически подсох, и влажная марля мне помогла лишь в том, что мне не нужно было закреплять края бумаги. Они не сворачивались в трубочку. Бумага так и лежала волной, и при высыхании эта волна сохранилась. Надеюсь, мой опыт кому-нибудь будет полезен. Писать на марле тоже хороший вариант, но, возможно, лучше писать все же на другой бумаге. Я еще буду пробовать писать на марле. Возможно, попробую другую бумагу. Постепенно, где тон просел, я набираю больше пигмента на кисточку, и постепенно композиция у меня проявляется. Немного неудобно писать сидя, потому как это сковывает немного в движениях, и нельзя увидеть композицию в целом, пока ее кто-нибудь не поставит напротив меня на приличном расстоянии. И искусственное освещение также влияет на процесс работы. Лучше писать при естественном освещении. Искусственное освещение немного слепит художника, но тут уже ничего не поделаешь. Так нужно для того, чтобы снять видео. Для палитры я взяла керамическую тарелку
Вода постепенно загрязняется, но меня это не смущает. Надеюсь, мой опыт был для вас полезен. Если вы сталкивались с такой же проблемой непредсказуемого поведения в бумаге, расскажите о нем, поделитесь со всеми в комментариях под этим видео. Я буду вам очень признательна. Конечно, бумага большей плотности так бы капризно себя не вела. До встречи, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Я желаю всем вдохновения.